То есть были крайности какие-то, да. Люди свято верили в какую-то идею, концепцию. Потом также свято ее разрушали, начинали новую концепцию. Как один сказал философ. Но при этом в каждый момент концепция, она самое главное в этот момент, да? Да. Видеть, не увидеть. Да, вот в этот момент только эта концепция, все остальное отметается вообще, только вот это. Потом это отметается, и только вот это. Как один сказал философ, это закон маятника в обществе есть. Крайности. Вот туда пошли, вот, все. Вся власть принадлежит народу, скажем, в советские времена. Все через народ. Народ — главное лицо. Потом маятник в другую сторону пошел. Опять пошли к капитализму, опять в ту сторону обогащения. Бескорыстие — обогащение. Вера — безверие. Вот это колышется вся этот маятник. Вот этот мир такой, вот, неуравновешенный. Так человек действует. Вот так это природа страсти человека, общества. А сейчас как бы время интересное. Вот вопрос интересный. Почему? Что время синтеза. Сейчас мы начинаем осмысливать вот эти законы маятника, уже люди знают об этом, говорят, читают книги о ведической культуре, начинают Священное Писание трактовать научно. То есть мир как бы становится более и более образован. И мы понимаем, что нужен синтез. Синтез науки и религии, синтез мнений, нужна энергия совместная, да, вот эти мнения соединить нужно, объединить, единство нужно. Мы стремимся вот как раз к объединению этих вещей. Поэтому нам сейчас нужны новые знания, дополнительные, которые объединят все, то, что мы имеем, все точки зрения, как в одно целое. Каждому найдут полезное место. Как говорит один философ, во Вселенной мы не можем сосчитать, сколько живых существ. Даже вот на этой поляне, где мы тут сейчас сидим недалеко, тут мы не сосчитаем, сколько микроорганизмов, насекомых там и все прочее, прочее. А сколько их во Вселенной, кто же может посчитать? И у каждого свое мнение. Но тем не менее, смотрите, все это вместе существует под управлением, да, какого-то высшего разума. Как только мы сможем признать научно высший разум и понять его как бы волю и сотрудничать с ним, наступит синтез всех этих вот наук и религий, объединение внутреннее. То есть высший разум один. Поэтому как бы цель всех путей вот этих вот, всех путей, всех этих вот концепций, точек зрения, религий, сект, групп, политических, других мнений, индивидуальных, осознать высший разум. Как только все направятся туда, все образуется. Но искусственный разум будет именно так, да, это будет высший разум, но это будет разум без сострадания. Искусственный разум не справится, нет, с этим, потому что искусственный разум — это подмена. Это человеческий разум, просто он будет как бы собранный, информация будет собрана. Это человеческий разум будет, просто в другом объеме. А нужен высший разум, не человеческий разум. Человеческий разум может действовать только в человеческом измерении. Но искусственный разум не будет человеческий разум, это будет другой разум. Такой же, в том же измерении будет, просто объем будет другой. А измерение то же самое. Измерение не меняется. Измерения — это ценности человеческие будут, взгляды человеческие остаются, мнения человеческие остаются. Человек живет от рождения до смерти, мнения возрастные также остаются, подростковые мнения, детские мнения, зрелые, там, политики так думают. Это все там просто объединит в одну кучу. Это все человеческое измерение разума, просто объем другой будет информации. Все. А божественное измерение над этим, потому что кроме человека еще так много энергии и живых существ вокруг, которые человек не знает вообще. Поэтому, опираясь только на свое человеческое мнение, у него ограниченное будет представление о жизни. Даже если будет искусственный интеллект создан такой великий, это ограниченное будет представление о жизни. А если искусственный разум начинает думать свои представления? Думать о свои представления? Да. Такое опасение есть. Если дадут ему такое право, он может навредить. Да. Совершенно верно. Если это опасная программа. Это опасная программа. Не опасная, не знаю. Это может быть самая чистая версия Бога, да? Есть же такой фантастический рассказ об этом, старый. Люди уже тогда думали об этом искусственном интеллекте. И создали, фантаст пишет, создали ученые искусственный интеллект, где вся информация, то есть собрана человечество за все тысячелетия, там весь опыт, Google весь, там все, там Яндекс, не знаю, все там было. И, наконец, пришло время включить его.
включить, вот все ученые мира собрались, включили телевидение по всему миру, трансляция пошла, весь мир собрался у экранов, включают искусственный, значит, разум, созданный впервые человеком. И вот включили его, и все застыли. И выходит передовой ученый и задает вопрос, главный вопрос: есть ли Бог у этого искусственного разума? И такое жужжание, тишина, и все слушают. И он говорит таким голосом: да, теперь есть. Вот такой рассказ был. Люди хотят создать Бога, не так ли? Но Бог уже есть. Вопрос тогда, зачем создавать его? А есть причина. Это будет мой управляемый Бог. Вот что я хочу. Я хочу управлять Богом. Поэтому создаю искусственный интеллект.